Стихия не дает передышки. Наводнение в Испании, разрушительный шторм с градом в Пекине, водяной смерч в Каспийске и серия наводнений в Азии. А на Филиппинах крупный пожар в трущобах Даваа. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске «Горизонт событий». Приветствую вас, друзья! Город Рипольет в испанской провинции Барселона оказался в зоне мощного ливневого паводка после интенсивного дождя и града, обрушившихся в субботу днем. Ливень продолжался более часа, сопровождаясь градом размером с горошину и порывами ветра до 50 км в час. По данным каталонской метеослужбы, в Рипольете и окрестностях осадки достигли пика в 20-30 мм за 30 минут, что вызвало внезапный подъем уровня воды в местных ручьях и реке Риполь. Центральные улицы и районы вокруг реки превратились в бурные потоки, которые уносили разные предметы и мусор, повреждая припаркованные машины. По оценкам местных властей, в результате разгула стихии потоплено около 50 домов и коммерческих объектов, в низинах уровень воды достиг 40 сантиметров. В целях безопасности были эвакуированы около 100 человек из зон риска у разлившейся реки. Сообщается, что пострадавших нет. Местные власти объявили чрезвычайное положение. Для ликвидации последствий непогоды привлекли более 50 спасателей, направив их на откачку воды в проблемных зонах. Пострадал от наводнения и район Тианес на северо-западе Барселоны, входящий в муниципалитет Сан-Кугат-дель-Вальес. За несколько часов там выпало от 50 до 70 мм осадков, что привело к переполнению ручьев и локальным затоплениям улиц. По данным каталонской метеослужбы, это событие стало частью более широкой волны нестабильной погоды в Каталонии. Жертв и серьезных разрушений нет, около 50 человек, в основном из низинных домов, эвакуировано в безопасные зоны. Мощный взрыв газа в баре Мистер Сорос в районе Пуэнте-де-Вальякас на юго-востоке Мадрида привел к ранению не менее 25 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, звук взрыва был слышен на несколько кварталов, ударная волна разрушила фасад здания и повредила соседние конструкции. Взрыв произошел на уровне первого этажа, где находился бар, и распространился на верхние жилые этажи трехэтажного дома. В результате обрушился потолок и часть стен, окна вылетели в радиусе 50 метров. На место немедленно выехали 18 бригад пожарных Мадрида, медики и полиция. Среди пострадавших – посетители бара, персонал и жители верхних этажей. По оценкам экспертов, здание получило серьезные структурные повреждения и есть риск его полного обрушения. Все жильцы дома были эвакуированы. Предварительной причиной взрыва называется утечка газа. Прокуратура Мадрида возбудила дело по факту возможного нарушения норм безопасности, ведется расследование. С наступлением темноты 13 сентября на южные районы Пекина обрушился мощный шторм в сопровождении града. По данным китайской метеорологической службы, осадки начались с сильного дождя, перешедшего в град размером до 4 см в диаметре, который покрыл улицы белым слоем толщиной 5-10 см. Порывы ветра достигали 32,6 метров в секунду, срывая ветки деревьев и повреждая линии электропередач. Шторм сопровождался резким понижением температуры. На пекинской метеостанции температура упала с 24 градусов до 4,2 всего за 10 минут. Китайская метеослужба классифицировала шторм как суперячейку. Это редкий тип грозы с вращающимся восходящим потоком, способный генерировать крупный град. Шторм продолжался около часа, после чего осадки ослабли, но ущерб, нанесенный городу, оказался значительным. Град повредил сотни автомобилей. В южных районах, таких как Фэнтай, затоплены подвалы, ветер сорвал вывески, повалил рекламные щиты и повредил крыши домов. Дороги южного Пекина временно оказались заблокированы слоем града и обломками. Также было нарушено движение метро и автобусных маршрутов.
В аэропорту Пекина из-за плохой видимости задержаны рейсы. На фоне непогоды 5000 домохозяйств из-за поврежденных линий оказались без электроснабжения. Несмотря на масштабы повреждений, власти сообщили, что обошлось без пострадавших. Для ликвидации последствий шторма все экстренные службы были переведены на усиленный режим работы. Метеорологическая служба выдала оранжевый уровень предупреждения о граде и ветре для южных районов, прогнозируя возможные повторения до 15 сентября. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными данные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, происходило ли что-то подобное в вашем регионе. Днем 13 сентября вблизи города Каспийск зафиксировали водяной смерч, вращающуюся воронку, которая поднялась над водой на сотни метров. Гидрометцентр Дагестана объясняет формирование смерча контрастом теплого влажного воздуха над Каспийским морем и холодных потоков из гор. Событие длилось около 10-15 минут, после чего воронка рассеялась. Смерч прошел на расстоянии, не приближаясь к побережью, поэтому не затронул городскую и прибрежную инфраструктуру. Район Пенампанг в штате Сабах на востоке Малайзии пострадал от сильного наводнения, вызванного обильными муссонными дождями. Наводнение началось еще 10 сентября из-за интенсивных ливней, которые продолжались до 13 сентября. По данным малайзийской метеослужбы, осадки в Пенампанге достигали от 100 до 150 мм за сутки, что привело к переполнению рек и ручьев. Пострадало 14 сел, десятки домов разрушены или серьезно повреждены. Ряд мостов и дорог затоплены. Комитет по управлению стихийными бедствиями штата Сабах объявил чрезвычайное положение. Зафиксированы наводнения вчера вечером и в районе Минтал в Даваа-Сити на Филиппинах. В результате сильного ливня вода на некоторых улицах поднялась до пояса, парализовав движение и заставив жителей эвакуироваться. По данным местных властей и метеослужб, осадки достигали 50-70 мм за час, что привело к переполнению ручьев и дренажных систем. Жертв среди людей не зафиксировано, но ущерб, нанесенный имуществу, оценивается как значительный. В субботу вечером в одном из самых бедных районов Манилы, Барангай-105 Хэппиленд в Тонда, вспыхнул масштабный пожар. По данным пожарного департамента, огонь быстро распространился по деревянным и картонным постройкам, достигнув опасного уровня. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой и периодическими взрывами газовых баллонов. Пожар был объявлен потушенным только в воскресенье утром после почти 10 часов борьбы с огнем. В результате пожара около 2-2,5 тысяч человек остались без жилья. О погибших или пропавших не сообщается, многие пострадали от дыма и получили легкие травмы при эвакуации. Всех пострадавших разместили в эвакуационных центрах, им оказывается медицинская помощь. Причина возгорания расследуется, предварительно речь идет о коротком замыкании или неисправности электропроводки. Район Чаянг-Ватхан в северной провинции Таиланда Ламунг пострадал от внезапного наводнения, вызванного интенсивными муссонными дождями. Ливни продолжались весь день, вызвав разлив реки Ватхан и ее притоков. Метеорологический департамент Таиланда зафиксировал 100 мм осадков за 12 часов, что значительно выше нормы. По информации провинциального управления по чрезвычайным ситуациям Ламунга, вода проникла в села в низинах, уровень поднялся до 50-80 сантиметров. Затоплены рисовые поля и фермы. Наводнение усугубилось из-за насыщения почвы предыдущими дождями. В соседних районах, таких как Чимпху и Ламунг, ситуация аналогичная. Спасательные службы провели эвакуацию 200 человек, разместив их в местных школах и центрах помощи. Провинциальное управление по чрезвычайным ситуациям Ламунга объявило чрезвычайное положение,
задействовав пожарных и военных и направив их на откачку воды в пострадавшие районы. В пятницу восточный Шанцзу в центральной провинции Хэнань стал эпицентром мощного наводнения. Район города с населением около 500 тысяч человек накрыл сильный ливень, который продолжался весь день. По отчету Метеорологического бюро провинции Хэнань, за сутки выпало 260 мм осадков, это более чем в 2 раза превышает норму для сентября. Улицы превратились в реки, десятки автомобилей унесены потоком. В районе Юйчэн уровень воды поднялся до 1,5–2 метров, затопив тысячи гектаров посевов и жилых зон. Более 5000 человек были эвакуированы из зон риска, в восточном Шанцзу пострадали около 2000 домов, многие из которых частично разрушены. Затоплены дороги и мосты, под водой оказалась национальная трасса G35, что парализовало транспорт между Шанцзу и Чжэнчжоу. Из-за повреждений линий электропередачи 10 тысяч домохозяйств остались без электроснабжения. Штаб по борьбе с наводнениями провинции Хэнань объявил чрезвычайное положение, направив 2000 спасателей и 500 единиц техники для откачки воды в пострадавшие районы. Вечером 11 сентября в Бразилии, на плантации сахарного тростника в окрестностях города Сан-Паулу, во время сжигания сухих листьев тростника возник огненный торнадо, который подхватил пламя и пепел, сформировав вращающуюся колонну огня. В результате возник неконтролируемый пожар, который уничтожил от 80 до 100 гектаров сахарного тростника, что может привести к потере от 5 до 10 тысяч тонн продукции. По данным Национального института метеорологии Бразилии, причиной появления огненного торнадо стало сочетание жаркой погоды и внезапного сильного порыва ветра, который завертел огонь и привел к его распространению. Для тушения мобилизовали 50 пожарных и вертолет, несмотря на это справиться с огнем удалось только к полуночи. Камеры японского метеорологического агентства зафиксировали начало пеплового выброса на вулкане Панмачиншир, который является частью вулканического комплекса Хоккайдо-Камагатаке. 12 и 13 сентября на вулкане произошла серия фреатических извержений, вызванных взаимодействием магмы с подземными водами. Высота пеплового столба достигала 200–500 метров над кратером, шлейф распространялся на восток и северо-восток, не достигнув населенных пунктов. Вулкан Хоккайдо-Камагатаке находится в 100 километров юго-западнее Саппоро. Последнее крупное извержение комплекса произошло в 2000 году, тогда пепел достиг Шикабы. Текущая активность вулкана – это часть долгосрочного цикла, начавшегося еще в 1973 году с периодическими фреатическими взрывами. Сейсмическая активность вокруг вулкана остается повышенной, авиационный код опасности остается на 2-м желтом уровне, что означает умеренный риск для низколетящих самолетов. Полеты над Хоккайдо возможны, но с ограничениями. Для жителей и туристов угрозы нет, тем не менее приближаться к вулкану ближе, чем на 2 километра запрещено. Очередная корональная дыра, расположенная на Солнце практически точно в экваториальной зоне, сформировала широкий поток быстрого солнечного ветра, в который наша планета попала уже утром сегодняшнего дня. По прогнозам, после 6 часов утра 14 сентября магнитосфера Земли станет возмущенной. А после 15 часов возмущение геомагнитного поля усилится и достигнут уровня магнитной бури. Ожидается, что интенсивность магнитных бурь будет колебаться в диапазоне от слабой до средней G1-G2. При этом магнитные бури с перерывами продолжатся и в понедельник. Вероятность формирования магнитных бурь 14-15 сентября оценивается в 56%. Друзья, наш выпуск подошел к концу. Подписывайтесь и увидимся уже завтра. Нам будет еще о чем рассказать вам.